Сегодня сделаем персонажа под фейс-трекинг. На ютубе много информации по этой теме, но чего-то цельного почти нет. Мы рассмотрим весь процесс создания, начиная с концепта и заканчивая трекингом. Те этапы, по которым много информации на ютубе, мы будем рассматривать поверхностно и наоборот. Видео будет разделено на две части. Первая часть основная, вторая дополнительная, и в ней ничего интересного. В первой половине первой части будем создавать персонажа, а во второй половине настраивать его в движке. Будем использовать Unreal Engine. Трекинг лица в этой части будет осуществляться с помощью айфона. Но есть и альтернативы. Вообще сейчас много готовых инструментов трекинга как лица, так и рук и всего тела, без использования EBO-фонов и BDSM-костюмов. Ничего значимого из видео не вырезал, поэтому оно получилось очень длинным. Видео не является уроком, видео не является мастер-классом, оно является не пойми чем. Я и сам не определился, что это и на кого рассчитано, но надеюсь, что ты найдешь что-то полезное для себя. Воспринимайте его просто как один из вариантов создания аватара. Многие вещи буду делать впервые. И я не захотел забивать видео водой, за исключением вступления, поэтому будут встречаться моменты без текста. Музыки в видео нет, поэтому можешь включить на фон свою. Ну что ж, не будем дергать кота за яйца и перейдем сразу к делу. Первый этап – это концепт. Он содержит все основные идеи и особенности персонажа. Вообще он опциональный, но его отсутствие чревато тем, что вы будете страдать на этапе моделирования и, возможно, текстурирования. Лично мне сложно держать желаемый образ в голове, и без концепта моя работа получается очень скучной. Но опытные художники могут работать и без него. С ИИ можно нагенерировать себе картинок и использовать их в качестве референсов для своего персонажа, либо целиком взять сгенерированную картинку и использовать ее в качестве концепта. Можно использовать и текстовое описание. Я решил нарисовать концепт сам, и у меня ушло на это 5 часов. Большую часть этого времени просто думал, чтобы такого добавить. Рисовать в 2D я не умею, но тут высокое качество и не нужно. Это будет смесь девушки и мухомора, отсюда и название Демора. Тупое, конечно, но для монстра сойдет. Из особенностей внешности это шапка, которая снимается, и 4 специфических пальца, которые меняют длину. С ногами я так и не определился. Сначала хотел сделать в виде цилиндра, затем в виде конуса, затем в виде корней дерева. И по итогу решил просто забить. Пусть завтрашний я с этим разбирается. Но завтрашний я оказался безответственным и тоже решил забить. Так как мы якобы делаем модель витубера, то нижняя часть не особо-то и нужна. Я ограничил область, в которой должен быть самый сок. И вроде все готово, можно начинать, но сейчас все слишком просто. А просто это скучно и не в моем стиле, поэтому набираем себе багаж проблем. Во-первых, сделаем 2 рта, а точнее 2 лица, между которыми можно будет переключаться. Во-вторых, сделаем 2 прически. Длинные волосы сделаем с помощью кривых или грума, а хвостики сделаем в виде плашек. И в качестве челленджа сделаем смену возраста персонажа. Хоть я и не придумывал всяких переключений, каноничный вариант – это взрослая версия в шапке с нормальным лицом и длинными волосами, поэтому она должна смотреться хорошо, а остальные уже как получится. Взял универсальный набор цветов, который сложно запороть – это черный, белый и дополнительно красный. Не стал себя сильно ограничивать в техническом плане и указал предел в 100 тысяч треугольников на все в сумме. Сразу скажу, что вышло 90 тысяч. По текстурам тело, волосы и одежда вышли по 2К каждая. Шляпа лежит отдельно с текстурой 1К, а у глаз вообще нет текстур. Концепт разработали, идем дальше. В аниме-комьюнити витуберов очень любят полигональное моделирование при создании персонажей. Это когда все полигоны строятся вручную. На мой взгляд, для моделей под Toon или Cel Shading и Hand Paint это идеальный вариант, который экономит время. Ведь если рассмотреть скульптинг, то он состоит как минимум из 2 этапов. Это непосредственно сам скульптинг, а после ретопология, явный проигрыш. Если вы только хотите этим заняться, то вы должны учитывать, что при полигональном моделировании персонажа вы должны выполнять сразу несколько задач, а именно создавать объем, делать правильную топологию и учитывать плотность сетки в местах деформации под риг и морфинг. А если у вас еще и нет концепта, то это конечное для новичка. И ведь это не все минусы. Отсутствие хай-поли означает, что вы не сможете запечь некоторые карты на лоу-поли. Либо они будут выглядеть не очень, и придется полностью полагаться на свой навык хэндпейнта.
Те, кто использует полигональное моделирование при создании персонажей, понимают, зачем они это делают. Тем, кто только хочет войти в эту среду, я не советую начинать с этого, иначе испортите себе впечатление 3D. Скульптинг персонажа хорош тем, что вам нужно думать только об объеме, а не переживать насчет каких-то подводных камней. Любые технические ошибки на этом этапе легко исправляются. То есть, чтобы запороть скульпт, нужно очень сильно постараться. Для скульптинга желательно иметь планшет, но это не обязательно. Художник по персонажу должен знать анатомию, скелет, пропорции, потом набивать руку, делая стадики, и в конце концов, спустя века тренировок, сделать анатомически правильного персонажа. Скучного, неинтересного, зато правильного. Поняв, что у меня просто физически нет столько времени, я выбрал другую дорожку, а именно решил качать не руку, а опыт, путем создания геморройных персонажей с кучей проблем и подводных камней. В общем, сделал ставку на плагины, которые будут исправлять анатомию сами с учетом стиля. Обычно при скульпте используются А или Т позы. У меня будет Т поза, так как ее проще ригать. На скульпт у меня ушло 10 часов. Скульпчу как попало, пробую различные подходы. Скульптить можно начинать с головы, рук, ног, с чего хотите, и дорабатывать часть за частью. Я обычно прорабатываю все сразу. В процессе скульпта я понял, что руки на концепте очень скучные, и решил сделать два предплечья. Одно обычное, а второе скрытое в виде костей, которые выступают в роли дополнительных фаланг для пальцев. Ноги решил разделить пополам, и это была плохая идея. Правда, понял это только на этапе текстурирования. Однотипные объекты, типа пальцев, костей и бабочки, можно создать в одном экземпляре для экономии времени и места на UV, и на поздних этапах скопировать в нужном количестве. И на этом этап скульпта закончен. После скульпта у нас имеется высокополигональная модель, то есть модель с огромным количеством полигонов, с которой невозможно работать в чистом виде. Для решения этой проблемы и существует этап ретопологии. Процесс ретопологии представляет собой простую обрисовку модели, где вы уже не заморачиваетесь насчет объема, а думаете лишь о сетке. Первые разы будет немного сложно, из-за непонимания того, какая плотность должна быть для получения адекватного результата запекания и хорошей деформации при анимации, но спустя 2-3 модели понимание придет. Сам по себе этап довольно простой, но очень важный, так как сильно влияет на следующие этапы. Какого-то четкого ограничения на количество треугольников нет. Если бы речь шла о компьютерной игре, то для NPC я бы выделил от 15 до 40 тысяч треугольников, для главного героя от 15 до 80 тысяч. Для мобильной игры эти цифры были бы в 10 раз меньше. Большую часть времени на экране может находиться только один персонаж, а может 20 сразу, поэтому четкого количества треугольников нет, все сугубо индивидуально. В моем случае на сцене будет находиться только один персонаж, поэтому я поставил себе ограничение в 100 тысяч. Как ты знаешь, лучшая сетка – это сетка, состоящая из треугольников. В нашем случае, но с ней неудобно работать, поэтому ваша модель будет состоять в основном из четырехугольников, и желательно, чтобы они были похожи на квадрат. Делить стоит только спорные четырехугольники, которые могут разделиться так, что создадут дефект. Обычно выгружают две модели – High Poly и Middle Poly. High Poly – это оригинальная модель, которую мы будем использовать для запекания позже. А Middle Poly, в моем случае, это упрощенная версия High Poly, полученная с помощью средств авторетопологии, типа Dynamesh или ZRemesher для снижения нагрузки при ретопологии. То есть если High Poly это 2-3 миллиона треугольников, то Middle Poly это 300-500 тысяч треугольников, а с подобной сеткой будет комфортно работать даже на 1050. Я решил разделить меш головы и тела, так как это немного упрощает этап создания мимики персонажа, но UV-сет все равно будет один. Каких-то сложностей на этом этапе не возникало, но у меня ушло на него аж 10 часов, как и на скульптинг, и это очень много, по факту должно было уйти не больше 5 часов. Между тем этап закончен и у нас есть Low Poly. После получения Low Poly путем полигонального моделирования или ретопологии нам необходимо сделать UV-развертку модели. Это процесс, в результате которого мы свяжем трехмерную модель с двухмерной координатной картой, она же UV, что позволит нам рисовать по модели. Этап не сложнее предыдущего и не менее важный. Мы просто нарезаем модель по ребрам в минимально видимых местах и пытаемся максимально заполнить UV-пространство. Также стоит учитывать размеры островов. Например, если лицо должно быть более детализированным или четким, то стоит увеличить остров, соответствующий лицу. Ну и наоборот. На этом этапе есть много всяких фишек, позволяющих оптимизировать UV-пространство, о которых мы говорить, естественно, не будем, ведь суть видео не в этом. Но вы должны знать, что они есть.
На выходе у нас получается обновленная WoW Poly модель с правильной UV разверткой. Следующий этап не выделяют, но он тоже занимает какое-то время. Я называю его Rebuild. Цель данного этапа в настройке модели. Определении того, какие меши будут единым целым, сколько будет материалов, переименовывание объектов, настройка размера, групп сглаживаний и многого другого. По итогу у меня получается 2 или 3 файла. Один используется для запекания карты нормалей и представляет из себя раскиданные в стороны объекты, чтобы они не запекались друг на друга. Второй опциональный – это та же версия, без раскидывания в стороны. Нужен для запекания АО и подобных карт, но я редко его использую. А третий содержит собранную по кускам модель, и это основной файл. Переходим к одежде. Одежду создавать не сложнее, чем самого персонажа. Можно воспользоваться тем же набором инструментов. Например, если нужны доспехи, то их проще создавать с помощью полигонального моделирования, либо скульптинга, а ткань с помощью симуляции. Если использовать скульптинг, то потребуется прорисовывать все складки вручную. В общем, это дело вкуса. У моей модели на концепте тканевая одежда, а еще много всяких висюлек. Это значит, что для того, чтобы сохранить больше нервных клеток, надо делать одежду с помощью симуляции. С этим нам поможет Marvelous Designer. Процесс работы очень простой. Сначала мы режем куски ткани, затем сшиваем, затем снова режем, затем сшиваем. Ну, думаю, суть вы поняли. По кусочкам собираем цельную одежду. Если вы умеете кроить, то этот навык вам тут очень пригодится. Каких-то фишек в нарезании кусков не знаю, поэтому делал на глаз путем проб и ошибок. Одежду с концепта разделил на 3 условных области. Это топ, низ и юбка. На момент записи я думал использовать их как единое целое, но потом решил отделить юбку. Если заглянуть немного вперед, то топ и низ будут использовать тот же скелет, что и персонаж. Тут никаких проблем не возникает. Причем топ будет частично использовать симуляцию ткани. Так как он находится в зоне камеры, то его анимация должна быть красивой. Юбка же не находится в зоне камеры, поэтому использовать симуляцию ткани нет смысла. И нужен вариант попроще, а это кости. Если же использовать одежду как единое целое, то скелета персонажа не хватит для анимирования юбки, поэтому юбка и была отделена. Сам процесс кроя я не записывал, но на него у меня ушло 10 часов. На записи я просто заново сшил все куски. Когда оптимизировал сетку, не разорвал соединения в некоторых местах, из-за чего появились лишние полигоны, которые потом удалял вручную. На выходе получаем WoW Poly одежду, которой нужно будет сделать UV развертку. Вообще программа сама разворачивает, но мне нужно объединить ее с другими объектами одежды, типа банта. Далее у нас волосы. Не самый простой, не самый сложный этап. Все зависит от способа создания. Мне нужно было создать 2 вида волос. Один с помощью кривых, другой с помощью плашек. Для создания я использовал Yeti. Это плагин для Maya. Не принципиально какой инструмент, ведь все они работают по схожим принципам. Строите направляющие кривые, и по ним создаются волосы, плотность и характер которых вы уже можете регулировать. Первая версия – это просто длинные волосы. Мне кажется, что Грум как раз хорош в длинных волосах. На плашках текстура может некрасиво растягиваться, либо ей не будет хватать разрешения, из-за чего придется хитрить. Кривые же определяются другими параметрами. Этап несложный, местами интересный. Пару кривых и черновой вариант готов. На него ушло где-то 4 часа, с учетом того, что пришлось вспоминать, как работает плагин. Вторая прическа – это хвостики. Делать ее будем с помощью плашек. Однако черновой вариант для обоих подходов одинаковый. Прическу разделил на 6 условных областей. Это 2 челки, 2 хвостика и 2 основания. Прорабатывал только одну сторону, за исключением челки. Для волос добавил что-то типа заколок, которые скрывают переход между основаниями и хвостиками. Немножко подергав кривые, получаем черновой вариант. У меня на это ушло 3 часа. Брови и ресницы тоже делаются по тому же принципу. На это ушло около часа. После того, как черновой вариант готов, можно переходить к более детальной проработке. Дорабатываем хвостики. Сначала нужно создать кривые, по которым мы построим полигоны. Для этого понизим плотность и повысим детализацию волос, затем переведем их в кривые. После чего построим по этим кривым полигоны. И тут меня ждало очень сильное разочарование, ценой в 10 часов. Если вкратце, то разработчики обновили инструмент создания плашек. И, конечно, не в лучшую сторону. С учетом черновой версии я сделал плашки за 16 часов, но можно было сделать в 2 раза быстрее. Длинные волосы позже мы импортнем в движок как Грум, поэтому повысим плотность и детализацию с учетом требований и возможностей железа. Помимо этого можно добавить каких-то случайных волосков, правда в движке без приближения их все равно не будет видно.
Моей целью было сделать аватар, который потребляет максимум 50% ГПУ. У меня вышло 12 тысяч кривых. Это немного, но уже в движке я сделал волосы толще, тем самым они будут выглядеть гуще. На нагрузку влияет не только количество и качество кривых, но и настройки симуляции в движке, такие как количество направляющих кривых, гравитация, количество и качество просчетов и так далее. С бровями и ресницами точно такая же ситуация, только в отличие от длинных волос они не будут симулироваться, а будут статичными. Итак, какие же различия между кривыми и плашками? В отличие от плашек, кривые делаются быстрее и при должных настройках будут выглядеть всегда не хуже плашек. А еще при симуляции они смотрятся гораздо красивее, да и настройки проще. Плашками же легко управлять. При желании вы можете полностью контролировать их поведение. Для кривых же вы просто задаете общие настройки поведения. Если захотите добавить волосам какой-то аксессуар, чтобы он был привязан к волосам и повторял их движения, то с плашками это сделать куда проще, так как это геометрия, которая привязывается к костям, а значит и бант можно привязать к костям. Я не беру в расчет случаи, когда плашки симулируются как ткань. В случае с кривыми все будет не так просто. Если вы захотите добавить бант, то придется получать направляющую кривую и затем вычислять позицию необходимой вершины, после чего задавать эту позицию банту. Может, можно сделать и проще, но я не знаю как. По нагрузке тоже выигрывают плашки. Если хотите специфическую раскраску волос, какие-нибудь звездочки или сердечки, то с плашками такое легко сделать, так как это обычная геометрия с обычной UV. Короче говоря, грунт для понтов, плашки для пацанов. На выходе получаем два алембик файла, один с длинными волосами, другой с ресницами, и волосы с хвостиками. Причем первые два уже в финальном состоянии, а хвостики нуждаются в риге. Дальше у нас идет текстурирование, где нам просто нужно раскрасить модель. Текстурирование чаще всего выполняется в Substance Painter, его и будем использовать. Сложность данного этапа определяется степенью проработки концепта и наличием high-poly модели. Первым делом выполняем запекание карт, причем некоторые карты можно запечь даже без high-poly. После запекания мы сможем корректно использовать генераторы, которые генерируют маски по определенным правилам с возможностью изменения параметров. Это очень сильно упростит процесс текстурирования, если вы, как и я, не сильны в HandPaint. Процесс покраски похож на рисование в Photoshop. Рисуем слой за слоем и получаем красивый результат. Если концепт проработан, то просто следуем ему. Ну а если нет, то при текстурировании лучше идти от общего к частному. Сначала определиться с основными цветами модели, затем прорабатывать часть за частью. На предыдущих этапах было подготовлено два файла. Один из них – это модель с раскиданными в сторону объектами. Именно с него я запекаю карту нормалей. Это карта, которая создает иллюзию рельефа, не меняя саму геометрию. Если по-простому, то low-poly будет выглядеть как high-poly. Объекты раскидываю в сторону, чтобы они не запекались друг на друга. Но даже это не гарантирует нормальное запекание. Обычно я выполняю минимум 2 запекания. В данном случае Ambient Occlusion, карту затенения, я запекаю с этого же файла, как и другие вспомогательные карты. Их качество не столь важно, но они тоже имеют свой вес. 4К текстуры решил не использовать, так как модель явно не располагает к подобной детализации. Первоначально я рисую так, как и если бы делал это для рендера. А позже на этапе создания материала в движке перевожу часть слоев маски, чтобы была возможность как-то манипулировать материалами. Поэтому в видео все уже разбито на маске. Этап отнял у меня 21 час жизни с учетом масок. Так как количество используемых текстур в материале движка ограничено, то часть карт приходится объединять, раскидывая их по RGB каналам. Благо большинство используемых карт не требуют всех 3 каналов, а используют только градации серого, поэтому с оптимизацией проблем не возникает. Есть несколько сокращений для опознания текстуры или канала. Для обозначения цвета BC Base Color, либо D Diffuse, N карта нормали, AO затенение, R шероховатость, M металличность, I свечение и так далее. Если несколько сокращений идет подряд, то порядок влияет на то, в каком канале они находятся, красным, зеленым или синим. На выходе получаем большой набор текстур. Сетап персонажа. Самый скучный и технический этап. В нашем случае он состоит из 3 подэтапов. Это риггинг, процесс создания скелета и контролов для него, скиннинг, процесс привязки меша к скелету, и морфинг, процесс настройки деформации меша за счет изменения положения вершин. Обычно морфинг не выделяют, и он крутится где-то между, но в нашем случае это ключевой кейс, так как на этом этапе мы будем настраивать мимику персонажа.
Риггинг персонажа является самым геморройным этапом, с огромной кучей подводных камней. На этом этапе можно случайно что-то испортить и не знать, как это починить. Несмотря на это, есть инструменты авторига, которые позволяют получить неплохой риг в пару кликов, типа миксама, либо каких-то плагинов или скриптов. Для Майи одним из таких дополнительных инструментов является Advanced Skeleton. С помощью него можно легко создавать сложные риги. Риг моего персонажа не простой, не сложный. Из особенностей я бы выделил только двойное предплечье, которое пришлось связывать вручную через констрейн, чтобы обычные предплечья и дополнительные фаланги двигались вместе, и подобный фокус был еще с ногами. С помощью Driving Key добавлял увеличение и уменьшение пальцев, но позже отказался от этой затеи и перенес логику в движок. Скиннинг не такой проблемный, но тоже не без проблем. На этом этапе мы устанавливаем влияние кости на вершину, часто приходится искать компромиссы. В моем случае я не удалял ту часть мэша, которая находится под одеждой, и это было плохое решение, ведь при изгибах тела мэш начинает вылезать. А еще это лишние треугольники, и место на UV занимает. В общем, сплошные минусы. Морфинг же самый простой, но и у него есть свои тонкости. Например, нельзя изменять сетку, то есть добавлять или удалять полигоны, можно менять только положение вершин. Процесс довольно простой. Создаем дубликат мэша, который хотим деформировать, вносим некоторые изменения в скопированный мэш и создаем blend shape, указав дубликат в качестве цели. И если нужна раздельная деформация для левой и правой частей, допустим моргание глаз, то создаем деформацию только для одной из сторон, а вторую отражаем. Двойную работу делать не надо. Делать все деформации из поддерживаемых трекингом я не стал, так как, во-первых, на данном этапе не работает принцип «чем больше, тем лучше». Если вы создаете деформацию на скорую руку, то при сложении с другими деформациями она может их испортить, поэтому тут либо делать качественно все, либо как угодно, но не все. Во-вторых, отслеживаемых шейпов много, я взял только наиболее выраженные. К тому же у моего персонажа два рта. Помимо всего этого, у меня есть деформация всего тела для детской версии, где сделал щеки пухлее, глаза больше, тело более квадратным и так далее. На выходе у нас получается готовый для анимации и импорта в движок персонаж. Дальше нам нужно сделать анимации, и тут уже работает правило «чем больше, тем лучше». Процесс довольно долгий и нудный, на него у меня ушло 2 дня или 10 часов. Двигаем персонажа за контролы и ставим ключи в некоторых кадрах. Промежуточные кадры будут рассчитываться автоматически в соответствии с кривой на анимационном графе. Перед созданием анимации стоит изучить 12 принципов анимации от Disney. Они сделают вашу анимацию интересней, если вам кажется, что в ней чего-то не хватает. Все принципы соблюдать не нужно. Для каких-то распространенных движений, типа ходьбы или бега, уже есть установленный набор ключевых поз. Книги я не люблю и стараюсь их не советовать, но есть и исключения. Она состоит в основном из картинок. Полностью книгу я не смотрел, а брал лишь какие-то определенные анимации. Можете использовать также, но если хотите стать аниматором, то придется изучить ее целиком без остатка. Анимацией занимаюсь в основном, когда работаю с анимационным блюпринтом, то есть непосредственно тогда, когда она мне нужна. По большей части у меня УП анимации. Это когда первый кадр является продолжением последнего. Первая анимация – это анимация бездействия. В ней задействованы все основные контролы. Руки, ноги, тело, голова. Она вышла в 240 кадров при 60 FPS. Также есть производная от нее с альтернативной версией предплечья, тоже 240 кадров. Вторая анимация – это более активная ее версия, с меньшим количеством кадров. На этом моменте я устал и решил, что руки делать не буду, а возьму их от первой. Анимация вышла в 80 кадров. Последняя анимация – это прыжки, а-ля классики. Схалтурить с руками не вышло, так как у первой анимации они недостаточно активные. Однако это меня не остановило, и я решил забить на пальцы, взяв их также от первой анимации. Она вышла в 140 кадров. Также есть еще две простые анимации языка, высовывание и УП. У нас все готово, и остался последний шаг – это настройка персонажа в движке. Если вы ранее работали с Unity и не знакомы с Unreal, то можете прочитать статью из документации для быстрого старта. У меня версия 5.2. Запускаем и ждем. Настройки по умолчанию. Первым делом создадим пустую сцену и выкручиваем настройки графики в минимум. Если дома холодно, то можно пропустить эти шаги.
Теперь у нас ничего не тормозит. Могут рассчитываться шейдеры, но это разовая процедура. Создаем папку для уровней и сохраняем туда нашу сцену. Затем заходим в настройки проекта и указываем там только что сохраненную сцену, чтобы в дальнейшем она открывалась автоматически при запуске проекта. По дефолту у нас 120 FPS, понижаем до 60 или 50. Также ищем и отключаем автоэкспозицию, чтобы сцена не затемнялась и не осветлялась автоматически. Мне не нравится расположение файлов проекта, поэтому закрываем Unreal, идем в папку с проектом и переносим содержимое в удобное место. У меня подготовлены иконки, поэтому закидываем их рядом и указываем в настройках. Забыл поменять битрейт, поэтому картинка местами шакалится. Импортируем все наши меши. Если есть блендшейпы, то нужно еще поставить флажок Import Morph Targets в разделе Advanced. Для именования ассетов используются особые префиксы. Поэтому именуем правильно и сразу раскидываем все по папкам. Удаляем дублирующиеся материалы. Если у двух мешей скелеты одинаковые, то при импорте второго можно указать скелет первого, как в случае с бабочками. Создаем папку для волосни, пытаемся ее импортнуть и ловим ошибку. Чтобы избавиться, подключаем два плагина и перезапускаем редактор. Пробуем импортнуть, и теперь нет ошибок. Теперь нужно определиться с ориентацией. В Maya вертикальная ось это Y, а в Unreal Z, поэтому методом тыка подгоняем значение, нажимая Reimport, и проделываем то же самое с бровями. Далее импортируем текстуры, проблем тут не бывает. И сохраняем все. Затем импортируем анимации. При импорте нужно поставить флаг Import Animations и снять флаг Import Mesh. Выбрасываем все наши меши на сцену и делаем первичную настройку материалов. Включаем симуляцию волос и привязываем их к мешу. Настало время создать блюпринт. Добавляем все скелетные сетки и привязываем их друг к другу. Чтобы исправить ошибку с волосами, нужно в настройках проекта включить Support Compute Skin Cache и перезапустить редактор. Далее открываем Blueprint и начинаем привязывать меш к костям или сокетам. Настраиваем материал для грума и применяем его к волосам и бровям. Перейдем к настройкам материалов. То была первичная настройка, а это уже финальная. Начнем с шапки, она самая простая. У нас имеется черно-белая маска в красном канале, которая отделяет верхнюю и нижнюю части. Линейная интерполяция работает по следующему принципу. Мы передаем альфу, и черные части берут значения из верхнего пина, а белые из нижнего. Могут использоваться и оттенки серого. В моем случае маска черно-белая. Нода 1-x инвертирует маску, но в данном случае она нам не нужна. Данную конструкцию можно оптимизировать. Текстура хоть и выглядит красной, но если взять R-канал, то она будет белой.
В один из пинов мы записываем 1/100. Это значит, что по всем 3 каналам RGB будет значение 1/100. При желании мы можем ставить сюда и раздельное RGB значение. Диапазон цвета задается промежутком от 0 до 1, а не от 0 до 255. Хоть диапазон черного и белого от 0 до 1, мы можем выходить за эти пределы. Усиливаем эффект свечения путем умножения, затем умножаем на красный. Установим наш материал для волос, то же самое проделываем с бровями. Для создания свечения берем атрибут длины волос и умножаем на красный. Затем делим на некоторое значение, чтобы уменьшить влияние, и добавляем немножко силы. Подключаем функцию синуса. В качестве x будет выступать время. Большую часть времени волосы черные. Это потому, что синусоида меняет свои значения в диапазоне от -1 до 1, а наш диапазон от 0 до 1. Делаем ремаппинг. Он позволяет привести значение из одного диапазона в другой. Причем, если исходный диапазон возрастающий, то выходной может быть и убывающим. Домножаем на то, что делали ранее, и получаем анимацию. Время можно умножать, тем самым меняя период колебаний синусоиды. Это приведет к замедлению или ускорению анимации. Добавляем линейную интерполяцию, чтобы в дальнейшем можно было менять цвет волос одним параметром, как и в случае с шапкой. Переходим к следующим волосам. Чтобы отделить аксессуары от волос, нужно сложить все маски, причем каналы нужно складывать раздельно. И воспользоваться интерполяцией. Теперь у нас есть черные волосы, а цвет аксессуаров не исказился. Вторая интерполяция позволит переключаться между белыми и черными волосами. Карта прозрачности слабовата, поэтому домножим ее. Добавим диза для сглаживания. Сделаем эффект свечения кончиков, как и в случае с первыми волосами. Для этого создаем синусоиду. Градиент можно получить из текстурной координаты, взяв красный или зеленый канал. Связываем их, после чего домножаем на маску, состоящую из челки и хвостиков. Далее проводим уже знакомые нам манипуляции и прибавляем результат к текстуре, так как у нас есть светящиеся элементы на аксессуарах, и их свечение нужно сохранить. Переходим к глазам. Теперь будет немного сложнее. У нас нет никаких текстур для глаз, поэтому придется делать их с помощью готовых и не только функций. Функция Radial Gradient позволяет получить кружок с кучей параметров для настройки. Мы можем создать два кружка разного радиуса и вычесть из большего меньший. Получится кольцо. Так как нам нужно будет много колец, то можем вынести данную конструкцию в функцию. Устанавливаем входные параметры для установки радиусов и плотности. И подключаем UV на будущее. И все, функция готова. Вызываем только что созданную функцию и передаем в нее параметры. И ловим краш. Ничего страшного, монастырные, повторяем действие. Я заранее подготовил значения параметров, так что тут все будет быстро. Еще и на скорости x20. Вызываем нашу функцию до тех пор, пока не надоест, и складываем их друг с другом. Создаем еще одну функцию, которая будет похожа на эффект капель дождя. Первое кольцо будет отвечать за зону распространения, или по-простому будет маской.
Второе кольцо будет увеличиваться с помощью функции фраг. Она похожа на синусоиду, только идет в одну сторону, и когда достигает конечной точки, резко начинается сначала. Затем вызываем Scale UV by Center, чтобы создать эффект увеличения, и подключаем первое к второму. Добавим к времени параметр смещения Offset, для того, чтобы анимация не начиналась одновременно у разных колец. В материале глаз аналогично вызываем функции и складываем их. Добавим линию, которая будет крутиться и отсекать часть от этих колец. Смешиваем первое и второе, получаем третье. Для компактности схлапываем все в одну ноду. Конвертируем переменные в параметры. Если создать инстанс материала, то там будут все эти параметры. Вторые глаза чуть разнообразнее в нодовом плане, но не сложнее. С помощью синуса создаем эффект пульсаций. Наша следующая цель – нарисовать линию, которая будет летать сверху вниз. Рисуем линию. Она принимает две точки, состоящих из x и y, то есть в сумме 4 значения. Нода Append позволяет объединить два раздельных значения в одно, а-ля xy. Позиция x не двигается, поэтому в первый пин мы передаем жесткие значения 0 и 1, а во второй пин y – значения из функции frag. Теперь нужно воссоздать эффект полос в глазах. Для этого ищем в стандартных текстурах что-нибудь подходящее. Так как текстура повернута, то отворачиваем ее обратно с помощью Custom Rotator. Добавим движение текстурам. Одна будет двигаться вниз, вторая вверх. Схлапываем все в ноду и настраиваем переключатели. Подправляем параметры в других материалах. При надетой шапке хвосты и аксессуары не должны отображаться, так как визуально это выглядит не очень. Добавим параметр, отвечающий за эту видимость. Назовем Show Tails. Переходим к телу. Теперь будет еще немного сложнее. Раз у нас женщина, то первым делом настраиваем косметику. Смешиваем по заготовленной маске текстуру и красный цвет. Теперь добавим раскраску, смешав несколько заготовленных масок. Добавляем переключатель, который позволит менять макияж. Создаем паннер, который позволяет двигать UV с некоторой скоростью по обеим осям, и соединяем с текстурой разводов, сделанной за 5 минут в дизайнере. В результате у нас получается двигающаяся мазня. Добавляем к этому всему немного мыла и подключим движение UV текстуры с раскраской.
В итоге получаем искажение раскраски, где деформация идет по мазне. Остается только подкрутить параметры. Подправим некоторые карты, уберем блеск с лысины. Добавим свечение ног, рук и зубов для второго лица. Отключаем 2D мышление, включаем 3D. Подключаем функцию Sphere Mask. Она принимает положение в пространстве, радиус сферы и жесткость маски. С помощью данной ноды будем скрывать часть руки. Создаем две таких сферы для левой и правой рук. Позже будем передавать положение сокетов и радиуса из блюпринта. Домножаем маску от сферы на маску рук, чтобы сфера не скрывала больше, чем надо. Создаем эффект растворения с помощью какой-нибудь стандартной текстуры. Никаких новых приемов не будет, все по стандарту. Немного настраиваем и добавляем цвет по краям. Переходим к анимациям. Начнем с одежды. Но перед этим по-быстрому настроим коллизию. Она понадобится при симуляции тканей и волос, тех что грум. В настройках симуляции увеличиваю дампинг, чтобы ткань двигалась медленнее. Для бабочки добавляем динамических костей и крутим параметры, пока не получим нормальный результат. Применяем анимационный блюпринт к 4 бабочкам. Пытаемся сменить одну бабочку на другую и ловим краш. Возникла проблема оттуда, откуда не ждали. Скелеты бабочек отличались, из-за этого и крашилось. Майя, как всегда, решила проблему. Сначала создала, потом решила, так сказать. Переимпортируем. И теперь новый меш встает без проблем. Проделываем махинации с динамическими костями для всех остальных мешей. Этот способ анимации не учитывает коллизии, из-за чего столкновение нужно ограничивать вручную.
Добавляем анимацию бездействия в начало этой колбасы. И теперь получается так, что к ней будут добавляться динамические анимации ушей и груди. Теперь перейдем к чертежам. Первоначальные действия будем выполнять в Construction Script или по-простому конструкторе. Данная логика срабатывает единожды при создании персонажа. Но есть такая особенность, что если мы меняем какие-то значения в полях, либо двигаем персонажа в окне редактора, тем самым меняя трансформ, то конструктор тоже отработает. Данными фишками мы будем пользоваться чуть позже, а пока просто зададим начальное значение. Отключим одни из волос, сначала отключаем видимость. Теперь пробуем отключить симуляцию. И ловим предупреждение. Следуем инструкции с предупреждением. И теперь все работает. Чтобы была возможность менять параметры материалов, нужно создать инстансы этих самых материалов и применить их к мешу. С обычным материалом мы взаимодействовать не сможем. Это те самые параметры, которые мы создавали чуть ранее. Сохраняем наши инстансы в поля, чтобы потом можно было легко и просто с ними взаимодействовать. Далее нам нужны какие-то рычаги для управления персонажем. Для этого создаем виджет Blueprint. В нем сделаем кнопки. Называем как-нибудь кнопку и ставим флажок рядом. Благодаря этому у нас появится событие onClicked ниже. Добавляем и сразу получим нашего персонажа, указав тип класса. Немного косметики и готово. Возвращаемся в персонажа и делаем функции, которые будут вызываться по нажатию кнопок в виджете. С шапкой все просто. Меняем значение флага, который предварительно создали. Затем устанавливаем видимость для компоненты. Переходим в Event Graph. При запуске игры срабатывает событие Begin Play. В этот момент создаем наш виджет и добавляем его во Viewport. Возвращаемся в виджет и вызываем созданную функцию при событии нажатия на кнопку. Компилим, проверяем. Обратно к персонажу и проделываем точно такие же шаги для юбки. С волосами ситуация немного сложнее. Делаем то же самое, только если одни волосы выключаем, то другие включаем. И учитываем симуляцию. Гру мы выключали в конструкторе. А для плашек просто переключаем Animation Mode, чтобы наш анимационный Blueprint, который создает динамику, не отрабатывал.
Для лица детской версии и анимации просто запишем значение, а обрабатывать будем позже. Для истории с руками нам потребуется перечисление, которое будет содержать все состояния рук. В функцию смены рук нужно передать значение из этого перечисления. Для поочередного выбора будем использовать функцию flip-flop. Создаем пару кнопок для анимации. Смена возраста будет посложнее. Нам нужен плавный переход. Для этого воспользуемся функцией интерполяции. На вход подается текущее и целевое значение. На выходе получаем интерполированное. И нужно не забыть записать новое значение в текущее, так как функция сама это не делает. В анимационном блюпринте получим персонажа. Создадим чистую функцию, то есть функцию, которая не меняет значения, и она будет возвращать показатели ребенкости. Эту функцию будем дергать из анимационного блюпринта для деформации тела. У меня есть отдельный Shape Child, который деформирует вершины. И помимо этого будем еще менять масштаб костей. Причем размер тела и размер головы будут различаться, то есть scale будет не 1:1. Map Range Clamped работает по тому же принципу, что и Remap в материалах. Тело уменьшаем до 0,75, а голову до 0,85. Все работает, но у нас возникла проблема. Симуляция ткани ломает формы смешивания, и одежда не деформируется. Хотя все нужные флаги вроде стоят. Я немного погрустил и начал решать проблему. Сделал еще один меш одежды, который добавляю персонажу, и который не будет иметь симуляцию ткани, в результате чего наши шейпы будут работать. Тут я совершил ошибку. Симуляцию ткани как раз нужно было добавить отдельному мешу одежды. В текущей реализации наш персонаж будет использовать два одинаковых анимационных блюпринта, и позже это приведет к рассинхрону анимации. Доработаем материал одежды. Добавим параметр, который будет скрывать половину одежды. Создаем динамический материал и скроем по половине от одного и другого. В итоге получим целую одежду. Проверяем. Ошибка пропала. Подправляем одежду.
С лицом будет проще. Также делаем интерполяцию. И передаем значение в параметр смены лица I2 во все материалы, где он есть. Добавим логику скрытия бровей. Добавим логику скрытия рук. Для этого будем получать позицию сокета, который создадим, и передавать вместе с радиусом сферы в параметры материала. А радиус сферы будем уменьшать и увеличивать от 0 до 90. Тем самым будет происходить скрытие руки. Можно не создавать сокет, а передавать позицию существующей кости, но у меня не было подходящих костей. Еще одно грязное дело сделано, переходим к следующему. Нужно поработать с аксессуарами, а то они пролазят сквозь шапку. С помощью простых булевых операций определяем и устанавливаем необходимую видимость. Отдельно вычисляем для банта и для хвостиков с аксессуарами.
Доделываем смену лица. В блюпринте персонажа добавим функцию, возвращающую значение озлобленности лица, и вызовем ее из анимационного блюпринта для установки шейпа, который отвечает за угловатость рта. Вдобавок будем еще увеличивать пальцы. Обработаем анимацию. Будем учитывать скрытость рук. В зависимости от этого будет определяться анимация. С этим нам поможет функция, которая может смешивать анимации по определенным костям. Синхронизируем анимации для правильного движения и готово. Сохраняем позу в переменную Idle Pose, чтобы можно было дергать ее хоть сколько раз, и начинаем смешивать с другими анимациями. Анимация не синхронизирована, из-за этого выглядит странно. Синхронизируем, и все становится красиво. Все анимации готовы. Выбираем нужную в зависимости от нажатой кнопки. По умолчанию 0.
Сохраняем всю анимацию в отдельную переменную Animated Pose. Теперь самое главное – это LiveLink, ведь VTuber без трекинга как порно без девушек. Подключаем необходимые плагины. На телефоне нужно будет указать адрес компьютера, и, конечно, они должны находиться в рамках одной сети. Теперь смешаем нашу анимацию и результат трекинга по кости шеи, то есть то, что ниже будет от анимации, а то, что выше от трекинга. Завелось даже без танцев с бубном. Создадим дубликат трекинга и сделаем ремаппинг, чтобы задействовать набор шейпов для большого рта. Тут указываем, что и на что заменяется. Для дубликата задаем наш ремаппинг шейпов. И получаем два трекинга. Один стандартный, второй с большим ртом, которые смешиваются в зависимости от озлобленности лица. Пора поработать с языком. Для этого нам понадобится машина состояний. У нас нет позы со скрытым языком, поэтому дублируем анимацию высовывания языка и оставляем только первый кадр. У языка есть 4 состояния: скрытое, высовывание, всовывание и зацикленная анимация. С помощью state-машин настроим переходы, чтобы из скрытого языка нельзя было перейти в зацикленную анимацию и наоборот. Это будет сопровождаться анимациями высовывания и всовывания. В самих блоках указывается анимация, а на стрелках условия перехода к состоянию. Чтобы перейти из состояния высовывания в зацикленную анимацию, нужно проверить оставшееся время анимации высовывания. И если оно меньше условных 0,2, то происходит переход в зацикленную анимацию. Сохраняем позу языка в переменную TanPose. Нам нужно подключить его к LiveLink пинам. В этом графе нельзя из одного пина вытянуть сразу две сопли. Однако сохраненные позы можем использовать хоть сколько раз, поэтому проблема решена. Мимика закончена, а вот голова и глаза еще не двигаются. Создаем ротатор для вращения. И так как значение шейпов от -1 до 1, то домножаем на некоторое значение. Я буду вращать 3 кости шеи, то есть если я указал угол в 15 градусов, то максимальный угол наклона головы будет 45 градусов. Еще надо задать флаг, при котором язык будет считаться высунутым для запуска машины состояний. Мои глаза не крутятся, поэтому не учитываем RAW.
У персонажей перепутаны некоторые оси, поэтому ротатор собираю с учетом этого. Немного поколдуем с таймингами анимаций. И добавим небольшое влияние для груди, чтобы она поворачивалась вместе с шеей. Создадим гейм-мод и установим его в World Settings. В нем зададим графические настройки при запуске игры. Мы закончили. Можно пробовать билдить проект. Билд прошел успешно, пробуем запустить. Вуаля, все замечательно, не работает. В изначальном проекте все работало, но когда я начал делать этот же проект для записи, то все внезапно захотело обновиться. И винда, и Quixel Bridge, которые я не использую, на которые охотно поломал все проекты, и LifeLink, который добавил крупную фичу, и сам движок перешел на 5.2.1. В вашем случае таких проблем быть не должно. Можно поиграться с параметрами света. По нагрузке на GPU для RTX 3070 получилось примерно 25-35% для плашек и 35-45% для грума. По нагрузке на CPU для 12700K получилось 10-15%.
Готово. Переходим к более серьезным вещам. В настройках проекта укажем авторство. Это та приписка, которая будет в каждом файле. Делать это не обязательно. Создаем файл C++. Для этого не нужно предварительно выбирать C++ проект и выбираем компоненту. Нажимаем паблик, чтобы H и CPP файлы лежали раздельно. Указываем папку Components, она создастся автоматически. И добавляем приписку DM к нашим файлам. Это сокращение от Demora. Начнем с Attachment компоненты. Она будет работать с мешем и включать-выключать видимость и симуляцию. У некоторых файлов в конце имени будет поджопник Demora. Это означает, что данный класс не универсальный. На всякий случай перегенерирую файл проекта. Открываем решение, проверяем наши файлы, что они создались. И сразу проверяем билд. Компонента – это что-то типа дополнительного обвеса с логикой, которую мы повесим на нашего персонажа. Я решил устроить челлендж, а именно, наш проект должен работать из редактора без запуска игры, ну и под билдом. Для стилизации я буду использовать Clang файл. У меня используется сортировка include, но с ней нужно быть осторожней, так как если в списке include есть generated, то он всегда должен быть последним, а Clang файл такое не учитывает, из-за чего может сломаться build, поэтому generated всегда отделяю пустой строкой. Мы не будем использовать тик, который выполняется каждый кадр. Вместо этого будем использовать таймеры и делегаты. Слева будет CPP файл, а справа заголовочный. Я не буду использовать термин метод, вместо этого буду говорить функция член класса или просто функция класса и функция структуры. Так как в проекте много методов, то без такого разделения можно запутаться в повествовании. Создаем вспомогательный файл, в котором будут содержаться структуры и перечисления. Такой файл будет у каждой компоненты. Создаем перечисление. Обязательно указываем приписку E и указываем в нем все возможные мыши. Создаем структуру, которая будет содержать указатель uActor компонент. Это наш mesh. Будем дорабатывать время от времени данную структуру. После чего включаем вспомогательный файл в компоненту и проверяем билд. Обычно после добавления файлов, созданных вручную, я перезапускаю студию. Иногда перегенерирую файл проекта. Создаем массив из нашей структуры. И в конструкторе проинициализируем этот массив значениями из перечисления. В массив добавляем новый элемент с помощью emplace. Можно использовать add. Разница лишь в том, что add копирует значение во временную переменную. Для того, чтобы использовать t и enumRange в цикле, необходимо дописать макрос enumRange by count. Допишем макросы перечислению и структуре. И как в случае с классом, в структуре тоже нужно вызвать макрос generated_body. Создадим функцию структуры. Так как у нас нет прямого доступа к компоненте, то пропишем установку и получение этой самой компоненты. И еще признак того, установлена компонента или нет. Для флага видимости добавим тоже парочку функций. Это явная установка значения, инвертирование значения и получение текущего значения. Добавим конструктор с перегрузкой, в который будем передавать тип меша. Проверяем билд. Добавим макрос с доступом Edit Anywhere, чтобы можно было менять значение массива прямо из окна редактора. Создаем нового актора. К нему и будем подключать компоненты. Добавляем компоненту и видим, что доступа к полям нет, так как мы не прописали полям структуры макрос uProperty. Заодно добавим поле Custom Name на случай, если имя в перечислении и имя меша будут отличаться. И теперь поля структуры доступны для редактирования.
Получаем владельца нашей компоненты. Это будет наш персонаж. И перебираем все его компоненты. Тут же перебираем массив со структурами и производим сравнение по имени. Если имя совпало, то записываем компоненту в структуру. Вообще сравнение по строкам нежелательно, но я не разбирался, как сделать поле с выбором компоненты владельца, чтобы можно было выбрать в поле, например, body. Добавим логер на будущее и вызовем инициализацию из конструктора. Добавим флаг активности компоненты, чтобы логика работала только в нужном нам экземпляре, ведь при запуске редактора создается еще один экземпляр, помимо нашего персонажа в сцене. Я опять же не разбирался, что это за нулевой экземпляр, но скорее всего это тот экземпляр, который находится в блюпринте. Добавим функцию класса, которая непосредственно будет заниматься обновлением видимости. Получаем элемент массива, то есть нашу структуру, которая соответствует полученному типу мэша. Расширим структуру, добавим функции смены видимости и отключения симуляции для компонент. Для скелетной сетки и грума будут раздельные функции. Тестируем функцию на юбке, и ничего не работает. Нужно предварительно изменить флаг видимости, и тогда все заработает. Добавил публичную функцию смены видимости, чтобы другие компоненты тоже могли это делать. Проверяем функцию, работает. Добавим перегрузку, чтобы можно было передавать сразу несколько значений. Я разделил логику смены флагов видимости и смену самой видимости. То есть сначала меняем флаги, а затем обновляем видимость компоненты. Сделаю так потому, что некоторые компоненты учитывают видимость других компонентов, например шапка и бабочка на голове. Это к вопросу о том, почему смена видимости компонент не реализована в функции структуры Switch Visibility. Нам нужно использовать Groom-компоненту, но чтобы ее использовать, необходимо подключить модуль, который позволит нам это сделать. Идем в Build.cs файл и подключаем необходимый модуль.
Мы точно знаем, что хотим использовать Groom-компоненту, поэтому ищем ее через общий поиск и смотрим, в каком модуле она лежит. Возвращаемся в build файл и указываем этот модуль. Далее ловим еще одну ошибку. Снова ищем недостающий файл или что-то похожее на него. Смотрим его модуль и также записываем в build файл. Все билдится без ошибок. Дописываем логику смены видимости и симуляции Groom. Обработаем частные случаи, когда включены оба типа волос, вторые выключаются. Вызов идет рекурсивно, поэтому нужно быть осторожней. Допишем пару функций класса на будущее. Это морфинг и получение положения сокета. Для морфинга создаем перечисление, чтобы функцию не кидали что попало. Первый shape это угловатый рот, а второй деформация тела под детскую версию. Вынесем название шейпов в отдельный файл, где будем хранить строковые литералы, и свяжем их через местный справочник.
То же самое делаем с сокетом. Добавим немного косметики, а именно выведем в лог те компоненты, которые не удалось найти. Встречаем знакомую ошибку, исправляем. Если вы заметили, то одежда в редакторе не симулируется, а анимация персонажа не воспроизводится. При инициализации из конструктора некоторых объектов еще не существует, поэтому сделаем задержку в 1 тик. Таймер-менеджер возьмем из G-эдитора, но с ним есть один подвох. Для Begin Play такая махинация не нужна. Но в данном случае проблема не в этом, а в том, что для flag объектив не стоит отрицание. То есть мы сейчас пытаемся обработать нулевой экземпляр, который нам обрабатывать и не нужно. С нашим экземпляром таких ошибок бы не возникло, но добавление таймера все равно лишним не будет. Проверяем. Симуляция ткани так и не работает. Включаем анимацию для всех наших скелетных сеток, после чего все должно заработать.
Все работает. Попробуем сбилдить проект, и у нас ошибка. Привет от G-эдитора. Ищем по коду, как его подключают другие программисты. И копируем. Проверяем. Все, билд прошел успешно. Закончили первую компоненту. Создаем следующую компоненту. Она будет работать с материалами. Сразу добавляем вспомогательный файл с типами. По аналогу с предыдущей компонентой создаем структуру, которая будет хранить материал. В структуре нам понадобится материал и его индекс. У меня названа Material Socket ID, а стоило назвать Material Slot ID. Добавим компоненту персонажу. В отличие от первой компоненты, эту нужно заполнять вручную. Нужно указать тип меша, номер слота и родительский материал. Дополним структуру необходимыми функциями. Добавим функцию инициализации в класс и скопируем логику из первой компоненты. Вообще, эти две, а то и три, вместе со следующей компоненты можно было объединить в одну, но для лучшего понимания решил разделить. Нам нужно создать динамический материал. Для этого достаточно скастить компоненту из цикла QPrimitiveComponent. Затем создадим динамический материал и добавим в нашу структуру, после чего присвоим этот материал мэшу. Добавим функцию класса для смены значений параметров материала. Опять же не будем принимать название в чистом виде, а создадим перечисление под это дело. И также сделаем подвязку к строковому значению через контейнер tmap.
Сделаем перегрузку, чтобы можно было передавать и скалярное, и векторное значение. Избавимся от задвоения одежды. Легким движением руки избавились от задвоения одежды. С векторным параметром все еще проще. Создаем еще одну компоненту. Она будет управлять первыми двумя. Добавим первые две компоненты и будем создавать их не вручную в блюпринте, а в конструкторе данной компоненты, чтобы не думать потом, все ли мы подключили. По аналогии добавляем класс с типами. Зададим время тика и общее время анимации для будущего таймера. Добавляем новую компоненту персонажу, а старые удаляем, они появятся сами. Включаем флажок активности только у нашего экземпляра. Укажем список значений, с которыми мы можем взаимодействовать.
Создадим структуру для работы с таймерами. Теперь напишем пару функций, на которые будут ссылаться наши таймеры. И допишем в структуре функции для работы с таймером. Для редактора берем таймер менеджер из Gedit, а для билда из игрового мира. Рассчитываем значение шага, исходя из общего времени и времени тика. Создадим структуру, которая будет хранить и отдавать данные, которые мы не можем изменить отсюда. Будем получать эту структуру из анимационного блюпринта.
Проверяем, и из-за опечатки ничего не работает. Также я добавил небольшую задержку для тестирования переключения. Дописываем логику в остальных функциях. Создадим анимационный блюпринт для CPP-версии. Находим нашего персонажа. Затем через компоненту свитчера получаем данные для анимационного блюпринта. Скопируем блоки из первой версии персонажа.
Создадим подкласс от WiFlink компоненты. В родительском классе нам интересно событие onWiFlink_updated. Добавим конструктор и подвяжемся к событию родительского класса. Пробуем запустить и получаем ошибку, которая говорит о том, что нашу функцию нужно пометить макросом uFunction. Помечаем, и все работает. Сразу добавим логер. Тут мы ищем скелетную сетку тела и делаем это неправильно. На момент первоначальной разработки проекта я начинал именно с этой компоненты, и мой блюпринт состоял из одной скелетной сетки, поэтому данный способ работал. Но при такой реализации findComponentByClass может вернуть не тот mesh, поэтому тут лучше использовать массив, по аналогу с первыми двумя компонентами. В моем случае данный способ оказался рабочим, поэтому я не стал исправлять. Скелетная сетка понадобится для установки морфинга. Ищем по всему коду подходящую конструкцию, дабы позаимствовать ее. И нам нужна основная роль. Их вообще много, поэтому нужно быть внимательней. Копируем к себе. Еще нужно создать WiFlink клиент, из которого мы будем считывать данные трекинга. Подправляем так, чтобы не было ошибок и все работало. В переменной FrameData хранятся значения шейпов, а в staticData информация о шейпе. Информация нам не нужна. Для этого у нас есть перечисление rFaceBondShape. Подключаем необходимые модули и проверяем билд. Добавляем компоненту персонажу и проверяем трекинг. Так как инициализация не вызвана, то валятся ошибки. Исправляем, тестируем, все работает.
Создадим вспомогательный файл. Добавим настройки с калибровкой значений. Я уже подобрал значения и просто их впишу. Создадим событие потери фокуса.
Создадим подкласс уже от нашей Lifeline компоненты. Ранее мы описали универсальную логику для работы с Lifelink. Сейчас нам нужно написать частный случай для нашего персонажа, так как у нас два вида мимики. В родительском классе создадим виртуальную функцию морфинга и немного перепишем логику. Проверяем работу калибровки трекинга. Работает. Переопределяем функцию в наследнике. В блюпринте заменяю универсальную компоненту на частную. В настройках класса наследника заполним шейпы по аналогу с ремаппингом в первой части видео. Тут небольшая ошибка. Я скопировал всю структуру с настройками в наследнике, хотя нам нужна была только часть с шейпами. Нам нужен переключатель для смены лица при улыбке.
Возвращаемся к родительскому классу и добавим функцию, которая будет возвращать данные для анимационного блюпринта. Сразу доработаем анимационный блюпринт. Избавимся от предупреждений в анимации. Избавимся от ошибок в структурах. Теперь все чистенько. Время поработать с питоном. Сделаем трекинг лица на основе медиапайпа. Скачиваем файл FaceLandMarker из документации и закидываем его к проекту на питоне.
Устанавливаем MediaPipe. Затем копируем код из документации. Нам нужен вариант LiveStream. Указываем путь к скачанной модели. Добавим еще пакет OpenCV Python для работы с веб-камерой и отрисовкой. Дальше идем по шагам из документации. Трекинг работает, но шейпы пустые. Теперь все ок. Создадим несколько вспомогательных файлов. В helper будут вспомогательные функции, в structures типы, в constants постоянное значение. В callback функции проверим наличие шейпов и запишем их в массив. Я заранее сопоставил шейпы из MediaPipe и Yarface и вынес их в отдельный массив. Добавим функцию конвертации медиапайповских шейпов в Warface'овские.
Возвращаемся в Unreal. И сейчас нам нужно написать UDP приемник. Создаем блюпринт приемника и выбрасываем экземпляр на сцену. Заполняем данными и запускаем трекинг. Сообщения приходят. Добавим событие получения сообщения. Доработаем LiveLink, чтобы можно было переключаться между айфоновским и медиапайповским трекингами.
Сейчас нужно объединить расчеты. Проверяем, работает. Проблема в том, что работает только мимика. Возвращаемся в Python. Недостающие шейпы, а именно вращение головы и глаз, будем рассчитывать сами. Добавим функцию вычисления угла по 3 точкам, взятую с интернета. Затем определим ключевые точки на лице, по которым мы будем проводить вычисления. Я выбрал неудачные upper и lower точки, так как при моргании они смещаются, и из-за этого голова будет дергаться. Это будет видно позже.
По умолчанию разрешение камеры маленькое, поэтому повысим до стандартного Full HD для лучшего отслеживания. На выводе можно уменьшить изображение, чтобы оно не занимало полэкрана, при этом сохраняя соотношение 16:9. Затем определяем все точки и сразу переводим их к нормальному значению, домножая на ширину или высоту разрешения камеры, так как по умолчанию они от 0 до 1. С наклонами головы в стороны все просто. Учитываем повороты на 60 градусов влево-вправо. После чего идем проверять в движок. Добавляем функцию определения длины отрезка по теореме Пифагора. Наклоны вперед-назад будем определять, используя эту функцию. Повороты головы определяем по 3 отрезкам, используя позицию средней точки, которая будет смещаться влево или вправо. Сделаем кламп, чтобы не выходить за пределы от -1 до 1. Глаза еще не двигаются, сейчас ими и займемся. Ролла у глаз нет, поэтому будет проще, чем с головой. Определять будем по шейпам. Есть два шейпа, это взгляд вверх и взгляд вниз, и аналогичные влево-вправо. Просто вычитаем из одного другой и находим значение.
Проверяем. Глаза в разные стороны, где-то ошиблись. Помимо этого слишком сильная деформация, поэтому поделим ее пополам. Теперь все работает. У меня не показательная модель, поэтому различий между трекингом почти не видно. А те, что видно, решаются калибровкой, за исключением языка и щек. Переходим к рукам. В сообществе витуберов трекинг рук считается чем-то крутым, несмотря на то, что эта технология старше некоторых из этих самых витуберов. Поэтому с помощью медиапайпа соберем свое творение из говна и палок. Возвращаемся в документацию медиапайпа, скачиваем аналогичный файл для рук и закидываем в проект. По аналогии копируем куски кода и проверяем данные. Бывают случаи, когда определяются две правые или левые руки, хотя в кадре находится только одна из них. Будем пропускать кадры, когда такое случается. Добавим функцию, которая будет автоматически домножать значения на размер камеры с учетом руки. Руку должны учитывать, так как, например, движения руки в сторону для левой и правой руки различаются. Для левой это движение в сторону нуля, а для правой в сторону единицы. Надеюсь, понятно. Верх и низ инвертированы, поэтому переворачиваем значение.
Далее определяем точки запястья и пальцев, после чего переходим уже к углам. Скручивание руки определяется углом между точками 5, 0, 17. Приведем полученное значение к диапазону от -1 до 1, где 1 – это ладонь, а -1 – обратная часть. Далее определяем наклоны руки влево-вправо, или лучше сказать внутрь-наружу, где 1 – это наружу, а -1 – внутрь. Для определения наклона вперед-назад воспользуемся соотношением ширины и высоты ладони, которые соответствуют отрезкам 5,17 и 0,9. Данное соотношение не определяет направление наклона. Для решения этой проблемы будем домножать полученное значение на знаки с координаты z. Ведь медиапайп дает нам не только x, y, но и z, но z менее точный. После чего нормализуем полученное значение. Данные расчеты работают только в том случае, когда ладонь видна. В случаях, когда ладонь повернута боком, сделаем ход конем и будем брать значение наклона влево-вправо, а изначальное обнулять. С поворотами мы закончили. Переходим к перемещению рук. С иксом все просто. Берем то значение, которое получаем от медиапайпа, с учетом руки, и ограничиваем диапазоном от 0 до 1, так как медиапайп может выходить за эти пределы. Движение внутрь – это 1, наружу – 0. В плоской проекции ось Y – это вертикальная ось, но в трехмерном представлении чаще всего вертикальная ось – это ось Z. Так что, учитывая эти данные, определяем высоту руки в том же диапазоне от 0 до 1. С глубиной будет сложнее. Предварительно я создал переменную, которая хранит значение высоты ладони в момент первого отслеживаемого кадра и в последующих кадрах больше не меняется.
Глубину я буду определять как раз таки соотношением высоты ладони из текущего кадра и из первого, но у данного способа есть свои минусы. А именно, при наклоне руки вперед-назад высота ладони меняется, и глубина соответственно тоже меняется, хотя она не меняется. Для решения добавим переменную, отвечающую за погрешность, которая определяется просто как наклон вперед-назад пополам. Проблему это полностью не решает. Координату z использовать не стал, так как она сильно прыгает в значениях. По крайней мере, это было во время моих первых тестов. С перемещением рук закончили. С пальцами все куда проще. Будем определять соотношение длины пальца к высоте ладони. Значение также в диапазоне от 0 до 1. И если с первыми 4 пальцами все просто, то большой палец это заноза в заднице. Если ладонь видна, тогда определяю как соотношение отрезка 4-5 к высоте ладони. Если ладонь повернута, тогда как соотношение длины большого пальца к высоте ладони. С пальцами тоже закончили. На этом моменте у нас есть все необходимые данные. Подготавливаем их и отправляем в движок. Будем передавать данные сразу о двух руках. В сообщении будет сначала информация о левой руке, затем о правой. Для этого просто сложим два массива в нужном порядке. Изначально я делал не в режиме отслеживания лайвстрим, а просто передавал картинки с камеры каждый кадр. Трекинг работал так же, но руки постоянно путались. Наверное потому, что изображения рассматривались как отдельные сущности. Даже пришлось писать фиксы, когда сторону руки определял ее положением по оси X. Это просто к сведению. Я подвязывался к некоторым константам, которые получил в ходе разработки, но можно было подвязываться и к более надежным вещам, используя соотношения из анатомии. На все формулы расчета рук ушло где-то полдня, поэтому при желании можно добиться и куда лучшего результата, хотя с использованием ИИ, возможно, есть и куда лучшие альтернативы. Создаем очередную компоненту для обработки наших данных.
Добавляем перечисление, которое соответствует перечислению из Python, и структуру, которая будет содержать настройки трекинга. Значение я уже подобрал ранее. Добавляем еще одну структуру, содержащую обновленные значения с учетом настроек из предыдущей структуры. Ее мы будем получать в анимационном блюпринте для установки значений. По аналогии с трекингом лица создаем событие потери рук, отдельное для левой и правой. Инициализация точно такая же, как и в случае с лицом. Добавим два массива current left и current right, которые будут содержать значения в текущем кадре. Затем парсим входное сообщение и раскидываем значения по массивам. Создаем функцию структуры, которая будет рассчитывать и обновлять значения в полях. Чего-то интересного тут нет, используются однотипные операции.
структуре будем делать расчеты для всех 5 пальцев, так как компонента не привязана к моему персонажу, а является универсальной. Добавляем компоненту персонажу и переходим в анимационный блюпринт. Нам понадобится нода ToBone.IK, которая принимает на вход два положения. Те, кто работал с инверсивной кинематикой, должны понимать, за что отвечают эти две точки. Первая отвечает за то, где будет находиться кисть персонажа, вторая определяет направление локтя. Также в самой ноде нужно указать кость кисти, причем предыдущая кость в иерархии будет рассматриваться как локоть. Так как наше предплечье состоит из 3 костей, то такой расклад нас не устраивает. Переходим в скелет персонажа и добавляем виртуальную кость от локтя до кисти. Ее и будем использовать в IK ноде. И все замечательно работает. Подцепляем нашу структуру. Проверяем трекинг. Ориентация некоторых костей не соответствует тому, что надо, поэтому пересобираем ротаторы. Для пальцев я использовал пространство Bone Space, а остальное либо использовали ранее, либо копипаст.
Как вы, наверное, заметили, движение топорное. Можно понизить период считывания сообщений в настройках UDP приемника, но это не решит проблему, так как она аппаратная. Моя камера даже без трекинга не может выдать больше 25 кадров. Но на самом деле это не проблема, и аппаратная часть справляется со своими задачами. Нам необходимо дописать программную часть, которая и будет делать сглаживание путем расчета недостающих кадров. Тут я воспользовался тем же подходом, что и в рисовалках, когда при рисовании карандашом мы считываем положение текущей точки и проводим прямую между предыдущей и текущей точками, после чего записываем значение текущей точки в предыдущую. Тем самым получаются замкнутые линии. Я немного доработал этот подход. В роли точек выступают массивы current и target для каждой из рук. Запускаю таймер 60 кадров в секунду. И каждый кадр будем рассчитывать расстояние между предыдущей и текущей точками. И это расстояние домножается на некий мультиплай. В моем случае 25 сотых. И это и будет шаг итерации. То есть представим, что расстояние условно 100. Первая итерация будет 25. Вторая итерация это уже 75 умножить на 25 сотых. Примерно 19. Третья еще меньше. И чем ближе к цели, тем меньше шаги. Больше в данной компоненте ничего интересного не будет.
Теперь создадим панель управления персонажем, чтобы можно было передавать команды с телефона. Воспользуемся Xamarin. Он позволяет разрабатывать сразу под 3 платформы – Android, Windows и даже iOS. Сначала разберемся с XAML, чтобы к нему больше не возвращаться. Укажем явно поля с адресом и портом, а кнопки будем создавать уже динамически из кода. По аналогии добавляем файл с типами и указываем в перечислении все доступные действия. Добавляем список кортежей, состоящий из значения перечисления и названия, по которому и будут создаваться кнопки. В цикле перебираем этот список и создаем кнопки. Билдим и проверяем.
Создаем очередную компоненту, но вот в ней вообще ничего особенного не будет. Возвращаемся в Xamarin и билдим APK файл для телефона, а то какой смысл проверять на одном устройстве.
Обязательно подписываем файл после билда, иначе АПК на телефон не установится. В целом проект закончен. Остается косметика и мелкие фичи. Например, при установленном флажке Auto Switch Face не должна обрабатываться команда смены лица. Далее исправляем ошибку в анимации рук. Для этого нужно всего лишь переключить пины. Теперь все готово. Проект закончен. В этом видео я хотел еще о многом рассказать, разобрать ошибки, предложить более лучшие варианты решения, но мне стало влом, поэтому можете написать в комментариях свои варианты по улучшению. Следующие видео будут уже куда короче.